Привет, это канал Взлет, меня зовут Ольга, и наконец-то настал тот день, когда мы обсудим на нашем канале стойкую краску для волос от Oriflame True Color, верный цвет. Мы поговорим с вами сегодня, конечно же, о ее уникальности, о ее ингредиентах, посмотрим содержимое этой коробочки. Я расскажу вам, как подобрать краску по цветотипу, после этого мы посмотрим палитру оттенков, и в конце я расскажу вам, как красить волосы в домашних условиях. Это очень просто. Если вам все это интересно, то поехали! Женщины – существа непостоянные. Сегодня нам нравится одно, завтра нам нравится другое. И если изменить какие-то параметры внешности достаточно сложно, то с цветом для волос все обстоит гораздо проще. Вот где простор для фантазии. Только за 6 лет съемок на канал Взлет я меняла несколько раз цвет и даже технику окрашивания. Сейчас, кстати, у меня на волосах краски 3.0 и 7.0 от Oriflame из вот этой линейки, о которой мы сегодня будем говорить, смешаны в равных долях. Это тоже в чем-то эксперимент. И сегодня мы с вами поговорим об этой самой краске, потому что недавно проведенные исследования показали, что примерно 65% россиянок постоянно красят волосы, и более 72% из них красят волосы в домашних условиях, потому что это дешевле, удобнее, а в период пандемии еще и безопаснее. Для успешной смены образа очень важно правильно выбрать краску. Что нам, девочкам, нужно от краски? Чтобы у нее был стойкий цвет и чтобы она ухаживала за волосами. По крайней мере, не портила их. А если уж она будет ухаживать, то это вдвойне хорошо. И вот в линейке стойких красок от Oriflame мы находим целых 18 оттенков. Естественных достаточно оттенков. Нас сразу предупредили создатели, разработчики краски, что не будет здесь каких-то синих, зеленых, может быть, немножко совсем красных. И вот мы видим палитру естественных, красивейших, натуральных оттенков, которые мы можем с легкостью применять в своем образе и чередовать. Мои оттенки, например, колебались от 8.0 до 3.0. Именно был такой разбег. Я уходила совершенно в светлые оттенки. И сейчас у меня, практически 3.0. Наверное, я дойду и до 3.0, такого чистого, без примеси 7.0. И я могу сказать, что в какой бы оттенок я не красилась, и 7.0, и 8.0, и 8.1, и другие, только красными оттенками не красилась, всегда мои волосы выглядели естественно и натурально. И многие отмечают несколько факторов, за что они выбирают краску от Oriflame. Первое и самое главное – это насыщенный цвет. Я думаю, вы сейчас на мне это видите. Цвет действительно очень сочный, очень яркий. И учитывая, что я красила волосы, кто смотрит мой инстаграм, вы видели тот момент, когда я покрасила волосы. Это было, наверное, где-то около месяца назад, плюс-минус несколько дней. И до сих пор вы видите цвет сияющий, яркий. И все это за счет ингредиентов, которые в составе краски. В формуле краски современная профессиональная смарт-система, которая распознает пористые участки волоса и проникает в волос равномерно, обеспечивает идеальное проникновение пигмента при окрашивании. И благодаря этому краска от Oriflame даже при нанесении в домашних условиях никогда не ложится пятнами. Какие бы криворукие руки, можно тогда сказать, не наносили бы эту краску на волосы. Она всегда выглядит потом идеально. Ни полос, ни пятен у вас точно на волосах не будет. Специальные стабилизирующие молекулы контролируют глубину проникновения пигмента в волос и гарантируют равномерное распределение между поврежденными, выгоревшими участками, кончиками волос и также неповрежденными волосами. И даже без предварительной обработки волосы приобретают равномерный оттенок и здоровый блеск. Свойства эмульсии с жидкими кристаллами позволяют ей глубоко проникать в волосяной стержень, где происходит активация средства, и благодаря этому волосы приобретают очень стойкий оттенок. И эта эмульсия также восстанавливает естественное липидное покрытие, которое защищает волосы и придает им здоровый блестящий вид. И данный процесс делает молекулы более стабильными, и благодаря этому цвет окрашенных волос сохраняется гораздо дольше. По информации от компании, формула старой
и новой краски абсолютно идентична. И это просто замечательно, потому что в этой формуле крутые очень ингредиенты. Это экстракт белого винограда, который обладает антиоксидантными свойствами, питает, восстанавливает волосы, защищает их от выцветания, за счет чего цвет тоже остается ярким до 3-4 недель без дополнительного окрашивания. Краска придает волосам блеск и сияние за счет масла семян льна. Это масло богато полиненасыщенными жирными кислотами, омега-3, омега-6, питает волосяной стержень, придавая необыкновенную мягкость, шелковистость, и оно сглаживает волосяные чешуйки. Волосы отражают свет, за счет этого они выглядят гладкими, блестящими и хорошо расчесываются и хорошо укладываются феном. Ну и, конечно же, солнцезащитные фильтры. УФ-фильтры широкого спектра действия, которые защищают цвет от негативного воздействия внешних факторов, таких как солнечное излучение, которое тоже может быть причиной ломкости волос и появления секущихся кончиков. Сколько я крашусь краской Oriflame, по-моему, в 2012 году вышла эта краска, я вообще понятия не имею, что такое секущиеся кончики. Но, кроме того, я постоянно использую масло Элио, и я могу не подрезать кончики довольно длительное время, и они мне всегда выглядят ухоженными, аккуратными. Я думаю, что здесь дело и в краске тоже. Немаловажный фактор, благодаря которому очень многие девушки выбирают именно для домашнего окрашивания краску от Oriflame HX True Color, это то, что краска очень проста в использовании и безопасна. Краска равномерно наносится, что очень важно при домашнем использовании, она не течет, и благодаря этому она не льется, хорошо фиксируется на волосах и очень здорово окрашивает, потому что формула у крем-геля сочетает преимущества крема-кондиционера и геля для защиты и питания волос во время окрашивания и для более легкого нанесения состава и прокрашивания по всей длине. И, конечно, нельзя не отметить легкий и приятный аромат. Эта краска аммиачная, но она очень щадящая. Ну, вы можете видеть по моим волосам, я постоянно окрашиваю волосы именно краской Oriflame, но несмотря на наличие аммиака в краске, аромат у нее очень легкий, приятный, ненавязчивый. Если вы красили волосы такими сильно пахнущими красками, то вы знаете, что это такое, когда потом этот аромат, если можно так сказать, стоит и в комнате, и пахнет несколько дней от волос. Здесь абсолютно этого нет. Когда вы смываете краску, а я делала это, поверьте, много раз, вы сушите волосы феном, расчесываете, и у вас остается только приятный аромат и очень-очень приятное впечатление от окрашивания. Кстати, несмотря на то, что краска стойкая, химические компоненты очень щадящие, а состав и химическая формула сама имеют защиту 3 патентами, а мы в результате получаем ровный и стойкий цвет и сияющие волосы. Ну что, давайте определяться, как же подобрать цвет волос согласно своему цветотипу. Как часто мы смотрим на кого-то, например, вы на меня сейчас смотрите и думаете: о, мне нравится этот оттенок волос, а подойдет ли он мне? И вот здесь очень важно понимать, как правильно подбирать краску. Есть несколько вариантов подбора оттенка волос по цветотипу. Мне кажется, что эта тема интересна, поэтому я включила в этот обзор. Самый-самый простой, наверное, способ — это условно разделить всех людей на 2 всего типа. Это теплокожие, назовем их так, и холоднокожие. Если вы обладательница смуглой или золотистой кожи, веснушек, карий глаз, то у вас определенно теплый тип, и вам нужно обратить внимание на золотистые, медные и другие мягкие оттенки волос. А вот бледная кожа, серые или голубые глаза говорят о том, что вы принадлежите к холодному типу. И здесь вам надо рассмотреть холодные коричневые, либо пепельные оттенки. Но есть и более точная классификация, наверное, вы о ней знаете, что условно мы делим людей по временам года. И давайте посмотрим каждый тип и поговорим, какие оттенки больше всего ему подойдут. У женщины весны зеленые, синие или голубые глаза. У нее золотистая кожа, а натуральный цвет волос от светло-русого до шатена.
Весна – это теплый и неконтрастный цветотип. И если вы весна, то вам надо выбирать темно-рыжие, медовые, золотистые оттенки, а также теплые шоколадные оттенки. У женщины лето светлые, серые или синие глаза, а кожа имеет прохладный, голубоватый или розоватый оттенок. Натуральный цвет волос от самых светлых до шатена. Лето – это тоже не контрастный, но уже холодный цветотип. И для окрашивания рекомендуется использовать холодные тона. Например, можно стать пепельной или платиновой блондинкой. Женщина-осень чем-то похожа на весну, но осенние женщины гораздо ярче от природы. Глаза могут быть как темными, так и светлыми, а натуральный оттенок волос от шатена до брюнета. Кожа имеет золотистый оттенок. Осень – это теплый, но уже контрастный цветотип. И женщине осени следует выбирать насыщенный цвет волос. Красоту женщин осени подчеркнут теплые оттенки шоколадного, каштанового цвета, медные, золотистые тона и даже черный. А вот становиться блондинкой ей не стоит. Женщина-зима. У женщины зимы глаза могут быть как светлыми, так и темными, но всегда контраст между радужкой и блеском глаз очень ярко выражен. Самая известная женщина-зима – это, конечно же, Белоснежка. Натуральные волосы могут быть от шатенки до брюнетки, но кожа будет иметь прохладный оттенок. Зима – это контрастный и холодный цветотип. Таким женщинам подойдут пепельные оттенки, например, темно-русый. Также они могут позволить себе стать жгучими брюнетками, а вот превращаться в блондинок и вообще использовать теплые цвета им не рекомендуется. Если вы все равно не можете определить свой цветотип, то можете отправляться в ближайший магазин и померить там разные парики, и вы сразу, поверьте мне, увидите, какие оттенки вам подходят, а какие нет. А если вы, например, часто загораете, у вас смуглый оттенок кожи, вы часто перекрашиваете цвет волос и даже уже не помните, какой ваш родной оттенок, есть еще один способ определить свой цветотип. Загляните в свой гардероб. Наверняка там преобладают какие-то оттенки одежды. Если это оттенки теплые, оранжевые, желтые, коричневые, то и краску вы выбираете тоже теплую, мягкую. А если вам идут холодные оттенки, вы их выбираете в своем гардеробе, у вас много серой одежды, оливковой, какие-то голубые оттенки, то и краска наверняка вам тоже пойдет холодного оттенка, и подбирайте ее тоже с этим прицелом. Ну что, мы примерно определились, какой оттенок хотим иметь на волосах. Давайте разбираться теперь уже с выбором цвета. Здесь все максимально просто. Система нумерации оттенков красок для волос HX Truecolor соответствует общепринятой международной системе. Каждый оттенок обозначен определенным номером. Первая цифра – это уровень тона, вторая цифра – это оттенки. Если стоит 0, то значит это чистый оттенок. А если вы видите, например, 5,25, то это коричневый с преобладающим перламутровым и добавочным махагоновым оттенками. Выбирая оттенок, для начала определите свой натуральный цвет. И затем, ориентируясь на него, вы смотрите оттенки на 2 тона светлее и на 2 тона темнее. И вот в этом диапазоне вы выбираете себе оттенок. Дальше я покажу вам всю палитру. Также, ориентируясь на вот эту табличку на обратной стороне коробочки, вы всегда можете увидеть, какой оттенок в итоге получится на ваших волосах. Ну что, по-моему, пришло время рассмотреть коробочку. Каждая краска Oriflame приходит запечатанная в целлофан. Это очень важно, до вас ее никто не вскрывал, не заглядывал внутрь и, что самое главное, не открывал ингредиенты и баночки, которые лежат внутри коробки. На упаковке мы видим непосредственно сам тон. Также мы можем увидеть, что краска у нас произведена в Италии. Это очень большая гордость, вот лично моя, что я крашусь настоящей итальянской краской, которую я покупаю в Oriflame. И несмотря на ребрендинг, мы все равно видим, что на краске стоит Made in Italy. Также мы видим таблицу перехода цвета, и когда вы открываете крышечку, то вы видите ярлычок. И всегда, когда вы красите волосы первый раз, и, например, вот вы не знаете, как поведет краска, понравится вам, не понравится, вы вот этот ярлычок отрываете или отрезаете и сохраняете себе, положите где-то себе в кошелечек или в какое-то укромное место, и вы всегда сможете к нему вернуться и вспомнить, какой краской вы окрашивали волосы. Давайте заглядывать дальше в коробочку. Здесь внутри мы находим инструкцию
с перчатками. Есть хороший анекдот про ложки и вилки, когда жена уехала в командировку, а муж говорит: где вилки? Она ему говорит: спи дома. Потому что он положил вилки в кровать. Вот здесь где-то примерно то же самое. Если вы не можете найти перчатки, значит, вы не читаете инструкцию. Вот если меня спрашивают, где перчатки, я не могу их найти. Я говорю, если ты красишь волосы, тем более впервые краской, обязательно прочитай инструкцию, чтобы точно знать, на какой период наносить, на чистые волосы, натуральные, либо на окрашенные волосы. У меня моя, получается, заловка, сестра мужа родная, она парикмахер, и она говорит, что к каждой краске может быть совершенно другая инструкция. Даже если до этого вы красили волосы, вы знаете, как окрашивать, вполне может быть, что здесь совершенно все по-другому. Итак, вот такие перчатки, они на небольшую руку, ну, на женскую руку подойдут. Когда я пару раз просила мужа помочь мне покрасить волосы, он не смог эти перчатки на себя надеть. Поэтому смотрите инструкцию, читайте внимательно и находите перчатки. Дальше мы видим внутри окрашивающий крем. Именно он содержит масло семян льна и ухаживающие компоненты, которые питают и защищают волосы. Кстати, безопасность состава краски подтверждена независимыми экспертами, регулирующими органами. А безопасность, она имеет ключевую ценность при разработке продуктов Oriflame. В составе используются компоненты, которые полностью одобрены как безопасные и разрешены в использовании в Евросоюзе. Также в упаковке лежит крем-проявитель. Он обеспечивает раскрытие чешуек и поглощение пигмента краски. И ухаживающий бальзам, который придает волосам мягкость и блеск после окрашивания. Очень часто задают вопрос про окрашивание седых волос. Любыми оттенками можно окрашивать, кроме нескольких. Сейчас я поясню, почему. Помните о том, что отрастающие корни, они, естественно, будут вашего натурального цвета. Если у вас седые полностью волосы, то отрастать будут корни именно седые. У меня мама красится оттенком 3.0 и прекрасно окрашивает краска волосы. У нее волосы, ну, чуть потемнее оттенка, чем мои, но, естественно, когда отрастают корни, их приходится подкрашивать отдельно. Тоже прочитайте в инструкции, как подкрашивать. Сначала красите корни, ждете некоторое время, а потом уже растягиваете краску по всем волосам. Какие оттенки не рекомендуется использовать на седых волосах? Это оттенок 6.6, это красное дерево. Результат может быть слишком экстремальным и броским, и ярким. Это оттенок светлый блонд 10.31, он может не закрасить всю седину. И оттенки ультрасветлый пепельный блонд и жемчужный блонд 12.01 и 12.02 не подходит для седых волос, он не сможет их осветлить, потому что это практически белый цвет. Все остальные оттенки вы можете спокойно использовать на седых волосах. Итак, давайте посмотрим палитру красок. Я очень давно хотела сделать для вас такие сводчи, но мне все не хватало на них времени, а сейчас вот такой вот классный повод. Вот эта палитра, она у меня старая, но судя по тому, что говорит нам Oriflame, сами краски внутри упаковок, они остались точно такими же, как и краски, которые были вот в этой палитре, в прошлой линейке. Поэтому сейчас я буду сравнивать волоски каждого оттенка на одной стороне экрана и показывать вам упаковку краски на другой стороне экрана. Ну что, давайте посмотрим. Первый оттенок это черный 41541, код оттенка. И если вы хотите получить вот чистый черный оттенок, то выбирайте эту краску. Следующий оттенок истинно черный 2.1, это код 41550. И здесь, если мы посмотрим систему нумерации цвет эксперт, то мы видим, что это черный с пепельным синим отливом. И вы можете видеть, что волоски прямо вот переливаются синим цветом. Я никогда таким не красилась. Если вы красились таким или еще каким-либо оттенком Oriflame красок, обязательно оставляйте свои отзывы в комментариях. Давайте посмотрим следующий. Это один из самых моих любимых оттенков 3.0, темно-коричневый, код его 41549. Это вот чистый шоколад. Если вы хотите шоколадно-коричневый оттенок без примеси, рыжины, какой-то красноты, то выбирайте оттенок 3.0. Он просто замечательный, и при этом он не будет очень темным, очень черным на вас. Он будет выглядеть именно как горький шоколад. Следующий тон 4.54. Это медно-каштановый махагон. 41
41 626 мы видим, что это коричневый оттенок, он глубокий коричневый, но он имеет уже, несмотря на всю свою глубину, в тоне красноту. Если вы любите коричневые оттенки, но чтобы они немного рыжили у вас, но при этом были глубокими, темными, то выбирайте эту краску. Следующий тон 5.0, чисто коричневый оттенок, и вы видите, что этот оттенок, он просто светлее, чем темно-коричневый, и это уже не шоколад, а уже оттенок ближе к русому, и на мой взгляд это оттенок холодный. Следующий тон интенсивный коричневый 5.25, я знаю, что его очень многие любят, именно его нам раздали на конференции Oriflame, дали в подарок, когда запускали эту краску. Это код 41 649, и это коричневый тон, и подтон у этой краски перламутрово-фиолетово-махагоновый. То, что есть 25 именно цифра, то есть есть пятерка в оттенке, говорит о том, что у этого оттенка будет небольшая краснота. Следующий оттенок махагон 5.6. Это оттенок уже ярко выраженный, он уходит уже в более красный, более медный. И шестерка в оттенке, она говорит о том, что это уже вот чисто прям будет у вас красный подтон. Код этого оттенка 41 650. Следующий оттенок светло-коричневый. Я знаю, что очень многие его любят. Это чистый оттенок 41 545 его код. И это оттенок еще ближе к русу. Он более светлый. Если 3.0 это был прям глубокий шоколадный, 5.0 это уже такой темный цвет, то 6.0 это уже более чистый. И если у вас, предупреждаю, на своих волосах темный пигмент, то эти оттенки вот от 6 выше, они могут уходить в рыжину. Я очень много с ними экспериментировала, и они могут прям рыжить на волосах, поэтому тестируйте, проверяйте, смотрите. Следующий оттенок красное дерево 6.6. Это именно тот оттенок, который не рекомендуется носить на седые волосы, но вы видите, насколько он красный. На седые либо на светлые волосы это будет прямо вот огонь на голове. Код этого оттенка 41 655. Следующий код у нас лесной орех. Тоже очень многие его любят. У него код 6.7, и вы видите, что это светло-коричневый в подтоне коричневый. То есть у него будет красный подтон, но он будет глубоким, и за счет этого оттенок будет смотреться очень благородно. Следующий оттенок 41 657, темный русый 7.0. Вот у меня огромный опыт по краскам 7.0, 8.0 и 8.1. Они у меня все золотистые. На моих волосах они не получаются холодными, как заявлено. Если у вас какой-то другой опыт, обязательно поделитесь в комментариях. Итак, темный русый у нас 7.0, 41 657 его код. Следующий оттенок русый 8.0, это 41 569. И вы видите, что в палитре он действительно русый, но, видимо, потому что у меня свои волосы темного пигмента, у меня все это уходит в рыжину. И даже следующий оттенок 41 659, пепельно-русый 8.1, на который я возлагала просто огромные надежды, у меня тоже выдал просто какую-то пшеницу на волосах. Я какое-то время походила, вы можете все это увидеть в обзорах на нашем канале, очень много обзоров, совершенно в разных красках, когда я снималась, и 8.1 в том числе, который должен быть пепельным, на моих волосах просто вот пшеница. Давайте смотреть следующий оттенок 41 661, это интенсивный медный 8.45. У меня нет его в палитре, поэтому вот ничего по этому оттенку я сказать вам не могу. Следующий тон у нас 9.0, это светло-русый 41 573, и вы видите, какой красивый очень оттенок. Я думаю, что на светлых волосах будут просто потрясающие оттенки. Дальше у нас светлый блонд 1031, это код 41 623, это уже прямо мы приближаемся к абсолютно белым оттенкам. И два тона у нас осталось: ультрасветлый пепельный блонд. Этот оттенок может осветлить ваши волосы не на 2 тона, как другие краски, а на целых 3. Это оттенок 1201. Вы видите, какой он светлый, самый светлый в палитре. И
осталась еще одна краска, это 41662 ультра светлый жемчужный блонд 1202. Этого оттенка тоже у меня в палитре нет, он появился позднее, поэтому не могу вам ничего по нему сказать. Вы можете найти вот такую палитру оттенков, она есть на сайте Oriflame, и по этой палитре вы можете относительно своего натурального цвета волос подобрать тон краски, который вам нужен. Но я, например, вот окрашивала волосы, у меня была краска 3.0, и я постепенно переходила, делала свои волосы светлее, 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 и даже если у вас окрашены волосы, например, вот 8.0, то вы можете подбирать краску уже плюс-минус 2 тона в пределах окрашенного оттенка волос, и поэтому каждый раз вы можете выбирать краску на 2 тона, например, светлее, светлее, светлее. Ну, уходить в темноту, мне кажется, всегда проще, чем осветлять волосы. Вот такая палитра, вот такие мои впечатления и мой опыт от оттенков. Я с удовольствием почитаю ваш опыт в комментариях. И давайте теперь немного еще поговорим о том, как же окрашивать волосы в домашних условиях. Если вы никогда не окрашивали волосы в домашних условиях, то обязательно уделите внимание подготовке. Если ваши волосы превышают 20 сантиметров в длину, то одной упаковки вам может быть недостаточно. Закажите на всякий случай парочку. Ну, в случае чего она останется вам на повторное окрашивание. Обязательно приготовьте кисточку для окрашивания волос. Они очень недорогие, продаются совершенно в любом магазине по волосам и по стайлингу для волос. Также перчатки распечатаем и найдем в инструкции. Зажимы для волос, чтобы поднимать волосы, если они у вас длинные, и прокрашивать корни у волос, которые находятся внизу. Также вам понадобится расческа для прочесывания краски на волосах, часы, чтобы засекать время, и старое полотенце, которое не жалко будет выбросить. Ну и, конечно же, какую-то защиту на плечи все равно хотелось бы порекомендовать вам постелить. Раньше в Oriflame были такие пелерины, продавались, может быть, еще войдут в каталог снова. Дальше вы все это раскладываете, чтобы вы легко могли дотянуться, потому что после того, как вы навели краску, ее нужно максимально быстро нанести на волосы, чтобы она не оставалась долгое время в тюбике, чтобы она проявлялась уже на ваших волосах. Внимательно прочитайте инструкцию краски, если вы используете впервые, то протестируйте, ну, можно на сгибе локтя, где-то на коже краску. Если у вас нет никакой аллергической реакции, то спокойно используйте дальше это средство. Но это стандартное тестирование любой краски для волос. Если вы делали химическую завивку или какое-то любое другое окрашивание, то лучше подождать неделю. Не надо сразу нагружать волосы такими серьезными процедурами. Лучше делать вот такой вот временной перерыв. За день до окрашивания лучше не мыть голову. Естественная липидная пленка защитит и волосы, и кожу головы. Дополнительная будет у вас защита от повреждений. Если же на волосах есть какие-то средства укладочные, то лучше сполоснуть водой. Если средства эти серьезные, лака для волос, например, много, то, конечно же, надо промыть шампунем и расчесать расческой. После этого только приступать к окрашиванию. Если вы планируете стрижку, то лучше подстричь кончики до окрашивания. Дальше мы открываем упаковку краски и достаем наши средства. Вскрываем мы крем-проявитель, он очень легко открывается, и выдавливаем в этот крем-проявитель содержимое флакона с окрашивающим крем-гелем. Очень просто открывается. Берете колпачок, переворачиваете обратной стороной, и здесь вот здесь торчит такой штырек, которым вы протыкаете краску. И вот когда вы проткнули уже краску, выдавили во флакончик, уже после этого нужно как можно быстрее наносить ее на волосы. Но перед тем, как наносить на волосы, вы закрываете флакончик и его тщательно встряхиваете. И вы увидите, особенно если у вас темные оттенки краски, она прям на глазах у вас начнет темнеть. Все, встряхнули как следует, после этого отломили носик, и очень удобно наносить эту краску на волосы. Как я вам вначале уже сказала, она не течет. Расчесывайте расческой, проборы наносите на корни и щеточкой распределяете по волосам в две стороны. Берете следующий пробор, распределяете опять. Даже если у вас длинные волосы, вы просто идете вот по проборам, прокрашиваете всю голову именно у корней. И потом уже остатки краски, вот у меня, например, пол флакона уходит всегда именно на корни, и пол флакона
потом уходят на концы. Уже потом остаются остатки краски, проходит какое-то время, 10-15 минут, когда краска схватывается у корней, это потому что у меня повторное окрашивание, потом прочесывается вся голова, и уже на концы наносите остаток краски и фиксируете на волосах. И ждете время, которое указано в инструкции. Если вы окрашиваете впервые или вы не окрашивали волосы более 3 месяцев, то вы оставляете краску на 30 минут. Если ваши волосы тяжело поддаются окрашиванию, либо очень седые, можете оставить даже на 35 минут. Я даже оставляла до 40 минут, но больше не надо. Потому что вы думаете, что чем дольше вы продержите краску, тем у вас будет более стойкое окрашивание. Но это не так. Есть четко выдержанное время, которое лучше не нарушать, чтобы не навредить вашим волосам. Если у вас окрашивание повторное, то вы наносите на корни, ждете 20 минут, а потом распределяете уже на все волосы, и еще где-то 10-15 минут вы держите краску на волосах. Но впоследствии, когда вы будете окрашивать волосы, вы уже будете четко чувствовать свое время. И еще не волнуйтесь, если вы увидите, что краска темнеет на ваших волосах, это нормально. Кстати, накрывать волосы шапочкой совершенно не обязательно. Итак, когда ваше время окрашивания подошло к концу, остался последний этап, это смыть правильно краску. Вы идете в ванную комнату, мочите голову и вспениваете вот такими массирующими движениями краску на волосах. После этого смываете проточной водой. Смотрите, вот, чтобы вода, которая у вас течет с волос, она стала более-менее светлой, ну, желательно прозрачной, хотя, в принципе, такого вот до конца прозрачной не бывает. Но вы видите, что вода уже чистая. Вы можете переходить к бальзаму, к нанесению его на волосы. И это, наверное, самая приятная часть. Все девчонки, я точно знаю, любят вот этот волшебный пакетик. Вы вскрываете этот ухаживающий бальзам и наносите его после окрашивания на подсушенные полотенцем волосы. Ну, чтобы не стекал этот бальзам с ваших волос вместе с водой. И он сделает цвет волос более стойким, более сияющим. Оставляйте его всего на 2-3 минуты и затем смывайте. Ну и несколько важных нюансов окрашивания. Чем светлее ваши волосы, тем сильнее и ярче будет эффект от краски. Также колористы рекомендуют воздержаться в течение 72 часов от того, чтобы помыть голову. Это нужно для того, чтобы кутикула волоса полностью закрылась и тем самым сохранила новый цвет. Поэтому воздержитесь хотя бы на 3 суток от мытья головы, и новый сияющий цвет будет радовать вас гораздо дольше. Старайтесь, особенно сразу после окрашивания, не перегружать волосы горячими процедурами. Старайтесь не травмировать, поменьше использовать фен, либо если использовать, то на холодном воздухе, и поменьше использовать различные утюжки, средства для завивки. Но уж если вы используете, по-другому не можете, то наносите обязательно на волосы термозащиту. Окрашенные волосы нельзя мыть шампунем от перхоти. Он очень быстро вымоет краску с волос. Используйте для ухода после окрашивания специальные линейки. В Oriflame есть целая серия HX для окрашенных волос. Она с солнцезащитными фильтрами, с комплексом специальным, который придает волосам сияние, будет защищать цвет от вымывания, и вы долго будете сохранять этот оттенок, выбранный вами, на ваших волосах. Кроме шампуня и кондиционера, в линейке есть еще маска и несмываемый уход. Ну вот и все мои рекомендации. Осталось определиться с оттенком и выбрать образ для этой весны. Хотя краски для волос, они популярны всегда. Летом краска помогает сменить имидж. Осень — это время беспричинной хандры, а мы, девчонки, знаем отличный способ побороть осеннюю депрессию. Это поменять оттенок волос и свою прическу. Зима — это время Нового года и корпоративов. Ну а весна — это время обновления, цветения, когда мы снимаем свои зимние головные уборы и хотим показать всему миру свои шикарные, красивые, сияющие и здоровые волосы. И, конечно же, девушки не отстают от весны и стараются обновить свой имидж. Хотя, конечно же, красота, она не в оттенке волос, а в душе человека. Но никто не желает оставаться некрасивыми и неухоженными. Ну а с линейкой красок True Color, верный цвет от Oriflame, мы можем быть уверены, что наши волосы сияющие, здоровые, блестящие, будут нашей гордостью.
радостью. Если вам был интересен и полезен мой обзор, то ставьте под этим видео лайк. Пишите в комментариях, какой краской пользуетесь вы от Oriflame, каким оттенком, как он ведет себя на ваших волосах и за что вы любите эту краску. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал Взлет и нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещения и посмотреть видео о новинках на нашем канале самыми первыми. Пока-пока.